Всем привет! Сегодня у нас экспериментальная рубрика. И смысл ее в том, что мы будем повторять еду из известных фильмов, мультфильмов и сериалов. Поехали! Следующее блюдо даже не блюдо, а напиток. И это сливочное пиво из вселенной Гарри Поттера. Судя по всему, оно слабоалкогольное. Но мы сделаем его вообще безалкогольным. Да и не совсем это пиво, ведь по стойкой пене и цвету это просто какой-то согревающий молочный напиток. Итак, для него нам нужны карамельные конфеты. Главное, чтобы карамель была мягкой. Открываем их. И нарезаем. Открываем молоко и переливаем в кастрюлю 250 мл. А также 100 мл сливок, жирностью 20%. Ставим на огонь. Забрасываем конфеты и на среднем огне помешиваем. Как только они растворились, выключаем. В тарелку разбиваем одно куриное яйцо. И к нему чайную ложку сахара. Взбиваем это все буквально 1 минуту. В пиалку добавляем чайную ложку масла и растапливаем на огне. В сотейник наливаем 200 мл молока. Ставим на огонь, добавляем корицу и перемешиваем. Затем тонкой струей вливаем яйцо, сливочное масло и переливаем первую карамельную смесь. Все готово, разливаем по бокалам, но не до конца. За кадром мы взбили сливки, а пену выкладываем наверх. Все, пиво из Гарри Поттера готово. В нем есть темные вкрапления, а все из-за того, что в конфетах была шоколадная начинка. А в целом получается супер сытный и вкусный коктейль. Если вы на диете, то это явно не для вас. А вот, например, зимой я бы такое пил. И последнее, что мы повторим, это рататуй из мультика «Рататуй». И это просто супер овощная бомба. Сначала все эти овощи нужно помыть. И начнем мы с соуса. Берем помидоры и сверху делаем на них 2 надреза. Перекладываем в миску и заливаем кипятком. Через 2 минуты кожица просто сама отходит. У болгарских перцев обрезаем сердцевину. Убираем ее, а мякоть просто перекладываем на конфорку. На первый взгляд выглядит странно, особенно когда перцы начинают чернеть, но спокойно, все таки нужно. Как только перцы станут супер черными, снимаем их и ножом очищаем пригоревшую кожицу. Под ней скрывается мякоть с небольшим копченым запахом. Нарезаем уже очищенные перцы. Помидоры тоже нарезаем. Очищаем луковицу и нарезаем мелкими кубиками. Зубчик чеснока раздавливаем и тоже нарезаем. Все для соуса практически готово. Теперь ставим сковородку на огонь и вливаем довольно много оливкового масла. Туда же отправляем лук и чеснок. Обжариваем до золотистости и засыпаем помидоры. Следом за ними перец. Из специй тимьян, базилик и лавровый лист. Только добавляйте раза в 4 больше, чем я показал на видео. А также соль и перец. Теперь все это перебиваем блендером. И получаем просто вкуснейший овощной соус. Хоть сейчас можно хлеб и ешь. Нарезаем баклажаны впоперек. Точно так же поступаем и с цукини. Кабачок. И помидоры. Берем какой-нибудь противень и почти весь соус выливаем на дно. Распределяем. Начинаем собирать овощи, просто чередуя цвета. Например, цукини, помидор, баклажан, кабачок. И выкладываем все это в противень. Таким образом заполняем его. Когда противень заполнен, нужно сделать еще одну вещь. В миску наливаем большое количество оливкового масла. С тимьяна очищаем листики. Хорошо солим, перемешиваем и смазываем этой смесью овощи. Вот теперь можно отправлять в духовку на 1,5 часа при температуре 180 градусов. И прикройте его чем-нибудь сверху, можно прямо как мультики листом пергамента. Итак, рататуй готов. На тарелку ставим форму. С помощью лопатки подцепляем и перекладываем рататуй. Поднимаем форму. Нарезаем базилик. Раскидываем вокруг и разливаем оставшийся соус. Сейчас проверим, настолько ли это божественно. И да, ты пробуешь такой, ну вкусные овощи, а потом доходит вкус специй и становится понятно, в чем фишка рататуя. Несмотря на свою простоту, это очень вкусно. Например, гарниром к какому-нибудь стейку подошло бы просто отлично. Я считаю, что нам удалось его повторить.
А если вы хотите продолжение этой рубрики, то ставьте лайки. 150 тысяч лайков, и я готовлю новое видео из этой рубрики. Пишите, из каких фильмов, сериалов или мультиков мне приготовить еду в следующий раз. Подписывайтесь на канал и на инстаграм. Всем пока! So tell me what you want, tell me how you want it, tell me all the reasons.